Поговорим об ангине и альтернативных способах с ней справиться. Вот что нужно знать об ангине. В большинстве случаев она вызвана вирусом, поэтому антибиотики тут не помогут. Лишь в 20% случаев дело в бактериях. То, что многих путает касательно ангины, люди думают, что она вызвана бактериями. Хотя в большинстве случаев причина — аденовирус или даже вирус Эпштейна-Барр. Я расскажу, что делать, если у вас заболело горло. И неважно, из-за бактерий или вирусов. Интересно то, что этим заболеванием гораздо чаще болеют с декабря по апрель. Скорее всего, из-за недостатка витамина D, ведь в это время солнца меньше. А дефицит витамина D делает нас уязвимыми как для бактериальных, так и для вирусных инфекций. Вот вам пара рекомендаций. В период с декабря по апрель, особенно если вы или ваши дети ежегодно болеете, начните принимать витамин D. В эти месяцы принимайте его регулярно. Второй совет. Особенно если это вирус, то есть в большинстве случаев, принимайте больше витамина С. Но витамин С, который вы принимаете, должен быть не ГМО. Часто бывает так, что его делают из кукурузы, а это ГМО. Итак, не ГМО, витамин С в больших количествах. Это поможет вернуть вирус в ремиссию. А еще повысит иммунитет для борьбы с бактериальной инфекцией. У многих, кто принимает антибиотики, вырабатывается устойчивость к антибиотикам. И внезапно они перестают действовать. Поэтому люди ищут другие решения. Еще одно средство — яблочный уксус. Как он поможет? Повышая кислотность, конечно, нужно растворять уксус водой, столовую ложку на стакан воды. Этот раствор стимулирует клетки иммунной системы, фагоциты. Он помогает им работать усерднее, сражаясь с инфекцией. Это первый способ. Второй хороший способ — голодание. Если человек голодает хотя бы 18 часов, начинается аутофагия. Аутофагия — это что-то вроде самоочистки организма. Она помогает убирать поврежденные белки, а еще помогает удалять вирусы, бактерии, грибок и плесень из организма. Это очень-очень мощная штука. И последнее, но самое сильное средство, которое я рекомендую, это акупрессура. Она поможет снизить интенсивность боли в горле. Можно либо приобрести специальный прибор для этой процедуры, либо попросить кого-то помочь. Вот что нужно сделать. Определите место, где болит, на шее, и нарисуйте круг к задней поверхности шеи, а затем давите с противоположной стороны шеи, по другую сторону от места, где болит сильнее всего. Есть два способа. Попросите кого-нибудь надавить большим и средним пальцами на заднюю поверхность шеи. При этом давить нужно равномерно, с другой стороны примерно минуту-две. На экране видно, как это нужно делать. Пока человек надавливает, вы сможете понять, на какую именно точку нужно давить. Там будет самая сильная боль. Другими словами, если кто-то надавливает вам сзади на шею, но вам не слишком больно, значит, это не та точка. Поэтому нужно выбрать другую, найти, так сказать, эпицентр боли. Он будет зеркальным отображением того места, где у вас болит в горле, и на эту точку нужно давить 2-3 минуты. Другой способ добиться цели — купить массажер, вроде того, что у меня в руках. Используя его, можно откинуться на кресло с высокой спинкой или на диван и позволить массажеру давить на шею, как если бы это делал другой человек. Я создал этот массажер как раз, чтобы применять эти техники к себе и не зависеть от того, может ли кто-то мне помочь. Подведу итог. В большинстве случаев это вирусное заболевание, иногда бактериальное. Витамин С стимулирует иммунную систему, но следите, чтобы он был не ГМО. Витамин D — отличная профилактика, он тоже дает толчок иммунной системе. Яблочный уксус способен ускорить клетки иммунной системы, фагоциты. Это поможет быстрее справиться с болезнью. Начните интервальное голодание. Возможно, в этом причина того, что люди теряют аппетит. Под видео я дал ссылку на то, как сделать все правильно, и техника акупрессуры. У меня есть видео на эту тему. Из них можно узнать, как правильно ее применять. Это может ослабить боль. Попробуйте мои советы и делитесь результатами в комментариях. Если не хотите пропустить новые видео, нажмите на колокольчик рядом с кнопкой «Вы подписаны».